начать с того, что было в первом видео по теме навес для двух машин. Сегодня я хотел бы начать с того и акцентировать ошибку, самую главную ошибку, из которого получился вот трах-тебедох, который получился в предыдущей серии. Вот. Из-за того, что не выдержала поперечина, развалился весь навес. Это оказалось слабое звено. Поперечину я решил усилить, то есть если я на поперечину клал профиль 60 на 31, то сейчас я эти два профиля свариваю. Вот. И у меня получается, в принципе, профиль 60, не 60 на 60, а 50 на 25, но 2. И вот я по периметру их с двух сторон свариваю. И в итоге у меня получается вот такая конструкция. Вот. То есть получается тот же профиль, но внутри перегородка 4 миллиметра. И тем самым получается, что поперечина усиливается в разы. Вот. Так что свариваю я по всей длине. Она у меня 6 метров. Вот. И переворачиваю и опять провариваю. Доброе утро. Продолжаю видео по поводу сбора навеса для двух автомобилей. Но сегодня вставочку хотел сделать для тех, кто... Вот Бертушка. Бертушка, привет, помаши ручкой. Вот, для тех, кто смотрел мое видео по поводу сбора сока. Вот, сок это только за один день, в субботу. Сегодня воскресенье, субботу. Вот, собрали, закатали. Вот, храню у себя в кессоне. Это вот сейчас, вот, слышите, работает энергоаккумулятор. Вот он отключился. Вот туда вниз. Здесь у меня все утеплено, свет. Там стоит кабель с подогревом. Вот. И вот там уже внизу банки. Исключительно сок собираю и катаю по выходным. Продолжаем наше видео по сборке навеса для двух машин. Сегодня 10 мая, поэтому поздравляю всех с праздником Победы. Вот. Всем здоровья, счастья и мирного неба над головой. Теперь о навесе. Вот я показываю на этом этапе, что я собрал, выровнял стойки и сложил, то есть все поперечины. Вот как вы видите, поставил раскосы, но все равно за счет того, что я исправлял, то есть сломанное, значит немножко косяки у меня получились, то есть размеры не на 100% сошлись, то есть есть отклонения там небольшие, но в целом на 4 с плюсом получается. Дальше что мы делаем? Поперечины поставил. Вот сейчас посередине вот так сказать моя так сказать разметка центровая. Вот это у нас получается, ставлю центральные, они по 70 сантиметров, как и были у меня рассчитаны вот до этого. Вот и сразу готовлю стропила. Ну, или как они называются. В общем, я не особо плотницких дел мастер. Ну, в общем, скаты, крыши, справа и слева. Сразу ставлю для них для отлива вот крепление и сверлю в них отверстия для распорок. Вот, поэтому как бы то, что будет дальше, немножко вам расскажу. Кстати, готовится видео по поводу ремонта шуруповерта, сборки бани, ну и там много чего другого для домашних дел мастеров. Ну вот, на этом этапе как бы вся часть стропильной системы построена. Вот. Следующим этапом покажу укрепление стропил. Заканчиваем собирать мы ферму для навеса под две машины. Вот последние
Последняя ферма у меня собирается. Так как у нас поперечина сваренная из двух профилей, то закрепить в середине мы не можем. И поэтому получается так. То есть просверлить отверстие мы не можем. И поэтому мы как бы делаем вот такую конструкцию. Мы поперечину ставим, вернее, этот самый опору ставим на поперечину и привариваем ее с двух сторон. Так как длина навеса у нас получается 7,5 метров, вот, то нам стандартная получается длина доски 6 метров, то есть соединение мне пришлось сделать на опоре. И получается доска наращивать, получается 1,5 метра. И соединение я делаю таким образом. Частично здесь сверху будет одно крепление, снизу будет уголок. Причем есть уголок с 4, есть с 3. С 3 не подходит, поэтому делаю с 4. Из 4 делаю вот такой вот уголок. Вот. И потом вот так вот клепками соединяю с двух сторон. А сверху будет пластина и соединение сверху. Потом об этом далее расскажу. Добрый день, друзья! Наступила осень, вот, и мы закончили свой навес, о котором мы как бы писали и рассказывали в своих видео. Теперь мы сделали и навес полностью, и освещение. Вот. И в данной ситуации сейчас это летний вариант.
летний вариант, и сейчас я вам покажу зимний вариант. Вот, а это получился как бы зимний вариант. Опора. Вот. На лето они убираются наверх, и получается центральная опора. Освещение поставил на 12 вольт, постоянное напряжение. Вот. Ссылку на продавца оставлю под видео. Здесь провел электрику. Лампочки достаточно ярко светят. Простые, светодиодные. Здесь стоит трансформатор. Ну, как бы так. Закончили навес. Как раз почти год снимался. Вот освещение. Вот. Сделал освещение. Основной конек этого навеса — это вот стойки, зимние стойки. Они ставятся на зиму. Вот, отойдем назад. Вот такое вот окончание навеса. Вот. Рад, если вам понравилось, если вы получили какие-то положительные эмоции, если увидели какие-то ошибки, пишите в комментариях. Всего доброго, до свидания.